Всем привет, вы на канале Компьютеропия, и мы сегодня возвращаемся снова в Excel и рассмотрим, как разбить ячейку в Excel. В далеком-далеком 2016 году, в декабре, я сделал ролик, показывал, как можно было получить данные, разбить, разделить в одной ячейке. В пределах столбца были данные, между ними были разделители. В общем, я записал относительно небольшое видео, в итоге набрало больше дизлайков, чем лайков. Ну и, соответственно, сейчас я решил вернуться снова к этой теме, разобраться, что случилось, и показать несколько интересных еще моментов, как работать с Excel и как разбить ячейку в Excel. Некоторые пользователи сталкивались с достаточно банальной проблемой. В общем-то, ячейки были просто объединены в одну для красоты, для какой-то, для наглядности. Вот как видите, здесь как бы написано в одной ячейке слово, хотя здесь по факту две, они просто объединены. Здесь вообще 4 ячейки. Ну, по сути, обращайте внимание на ленте, на вкладке «Главное». Вы можете увидеть, если отмечен этот пункт, эта кнопка, то, соответственно, здесь у вас ячейки объединены. То есть, в принципе, сняв это все, нажав на эту кнопку, так сказать, вы можете вернуть обратно данные. Ну, таблица, в принципе, мне неудобна. То есть я, по большому счету, если делаю таблицу, у меня шапка занимает первую строку, и тут можно, в принципе, уже дальше будет как-то с ней работать, делать какие-то импорты, экспорты, ну, и тому подобное. Значит, в видео своем старом я показывал пример, как разбить ячейки в Excel, когда у нас имеются какие-то данные, они имеют какие-то разделители. Допустим, здесь точка с запятой, хотя в принципе мог быть пробел между ними, любое значение. Я показывал такой способ. Мы переходим на вкладку «Данные», выбираем текст по столбцам, указываем с разделителем, соответственно, далее мы указываем другой, какой у нас тип, это точка с запятой, соответственно, нам нужно будет указать здесь точка с запятой. Даже уже здесь в предпросмотре вы видите, что данные уже как бы разделены. Ну, можно нажать «Готово». Ну и, соответственно, у нас вот такое произошло разделение данных по 3 столбцам. Ну, сейчас давайте еще раз покажу. Текст по столбцам с разделителями. Далее, ну, тут у меня сейчас осталось уже этот символ. Нажимаем «Готово». Все, снова у нас получается все разбито. Ну, там дальше можно что-то там складывать, там, допустим, просуммировать. Не помню, альт равно сумма, допустим. Потому что в этом виде тут просуммировать что-то, сами понимаете, получится вот. Так, и сейчас я вам покажу достаточно интересный способ. Сам я его, в общем-то, редко использую, но достаточно он интересен тем, что, в отличие от этого случая, здесь данные разделены пробелами. Но нам нужно, допустим, получить фамилию, имя, отчество в одной ячейке. Если мы будем пользоваться вот этим способом, давайте я вот так сейчас перекопирую сюда и покажу, что у нас бы получилось, если бы мы делали все как предыдущим способом. Текст по столбцам с разделителями. Далее, но здесь нам не нужен другой. У нас здесь разделителем является пробел. То видите, у нас получается фамилия, имя, отчество и сумма. Все теперь разбросано. То есть теперь, чтобы нам получить внятно ФИО, нам нужно будет их каким-то образом складывать. Допустим, равно, амперсант. Потом нам нужно будет ставить знак пробел. Такое сцепить. Либо воспользоваться функцией сцепить. Ну, либо делать вот так. То есть это неудобно уже, видите, я уже время потратил вот только для того, чтобы получить Иванов Иван, но я еще сделаю это для отчества, и потом мне нужно будет это скопировать и вставить вот сюда, удалить все эти строки. Вот, в общем, нудно. Все, значит, лист второй, смотрите, какой есть способ. Да практически все делается нажатием 2 клавиш. Смотрите, у нас единица, двойка, тройка — это порядковый номер. Мы вводим в соседнюю ячейку с нашими данными цифру 1. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-E. Магия — это не протягивание значений, потому что если я сейчас удалю, допустим, здесь поставлю не двойка, а пятерка, опять ввожу единицу, нажимаю Ctrl-E, английская, соответственно.
Вот так. Далее, я думаю, что вы уже начинаете понимать, что для того, чтобы получить нам фамилию, имя, отчество, нам нужно будет ввести Иванов, Иван Иванович. Нажимаем Ctrl-E и получаем в одной ячейке данные фамилии. Теперь смотрите. Давайте сделаем вот так, чтобы у нас было. Это у нас 500, 600 и 250 долларов. Это для примера долг. Либо выплатить нужно зарплату человеку, либо он нам должен, либо мы ему. Неважно. Вводим 500 долларов. Ай, прошу прощения. Нажимаю Ctrl-E. Получаю сумму. Хорошо. Если мы напишем просто 500, нажимаем Ctrl-E, мы получаем без знака вот этого вот денежной единицы. Обратите внимание, если мы здесь напишем Иван, то мы получим Ctrl-E, соответственно, вот такую конструкцию. Петр Сидо. Почему-то взяло только 4 знака. Первые имена у нас содержат 4 символа. А вот Сидор у нас получился вот такой вот немножко уменьшенный. Поэтому вот как раз насчет денег. Всегда очень важно насчет денег. Если мы... Видите, здесь у нас все 3 знака получается. Если мы это все дело уберем, нажимаем Ctrl-E, то у нас все-таки возьмется полная вот эта сумма 2500. В общем, вот такой вот способ. В общем, можно. Дело в том, что этот способ удобен тем, что у вас может быть огромный, на самом деле, перечень, то бишь, вернее, не перечень, а как сказать, список очень длинный. Вам достаточно будет просто задать формат. То есть здесь у нас в этом случае разделителем являлась точка с запятой, разделитель данный. Там уже потом, соответственно, у нас шел, что там, лотос, текст, в общем, у нас был. То здесь получается как формат. То есть Excel понимает, что у нас идет значение, пробел, значение, пробел, значение, и оно, соответственно, встраивается вот сюда. То есть, как видели на примере Сидо, она даже вычисляет, сколько знаков нужно взять. То есть, если мы теперь, в принципе, бы поменяли Иванов, к примеру, Сидор, а здесь у нас Сидоров Иван Сидорович получится. Так как первое значение будет у нас иметь больше букв Сидор, то мы должны будем получить меньшее значение Петр Иван, потому что оно вкладывается в условие, что между этими знаками оно ищет здесь, находит его тут, смотрит, ага, что-то есть похожее, а здесь пробел, значит ограниченные пробелами значения попадут у нас вот сюда. Вот такая вот конструкция. В общем, достаточно удобно и интересно. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.